И я шокала везде, где можно, всегда, и заявляла, что я из Киева. У меня мужчина русский, соответственно, у меня начались проблемы в отношениях. В конце марта я узнаю, что у меня погиб друг. Все время с кучей злости, такой ненависти. Заявил мне, что я предатель, потому что я продолжаю встречаться с русским. У меня бабушка поддерживает войну. 24 февраля. Я помню, я проснулась, у меня был период, когда я просыпалась, типа в 8 утра выходила сразу же на улицу, ходить смотреть на солнце, чтобы быстрее просыпаться. И это был тот же день, я вышла, пошла свой обход делать стандартный, и папа меня набрал, папа в Киеве живет. И он набрал с первой фразой «началась война», и я такая: «Па, ты со мной сейчас говоришь правильно все, да?» Он говорит: «Нас бомбят». Вот. И первая реакция была, наверное, супер адекватная, стандартная, как, не знаю, в общем, я расплакалась, потому что это было супер неожиданно, когда ты находишься в Украине, они уже в тот момент паковали, это называется, не знаю, как на русском сказать, тревожной вализкой, чемоданчики на всякие пожарные. Когда ты живешь в Москве, это не ощущалось в воздухе почти никак. И первое, что я сделала, я побежала в банкомат снимать деньги. И это был единственный момент, как в Москве я поняла, что началась война, потому что очереди были нереальные в банкоматах, денег не было. Но когда ты выходишь из торгового центра, где находился терминал, банкомат, все стандартно. То есть все спокойно, все делают свои дела, все бегут на работу, и все. И только вот по таким вот базовым в плане деньги, безопасность, соответственно, видимо, из-за этого сразу понятно, что что-то не то происходит. Первые пару недель с начала войны я могу сказать, что меня сносило крышу, потому что я полностью была в новостях, я была супер на адреналине все время, с кучей злости, такой ненависти происходящему. У меня мужчина русский, соответственно, у меня начались проблемы в отношениях в том числе, потому что мне хотелось от Никиты... Я была адекватна, я не винила его в происходящем. У меня было чуть-чуть коллективной вот той ответственности. Но глобально не из-за этого, мне просто хотелось от него какой-то поддержки, видимо, чтобы он также вовлекался в это все, как и я, также переживал. Но это странно требовать от человека, который просто в абсолютно другом контексте вырос, другой. В какой-то момент я стала просто... Я понимаю, что либо это отношения я сейчас выберу, либо, не знаю, поехать в Украину и волонтерить. Потому что параллельно, находясь в этом майндсете, в котором я была, в состоянии ментального, это невозможно было. Я с собой пообщалась и поняла, что мне важен мужчина, я буду находиться с ним, я буду искать какие-то компромиссы, пытаться для себя это все нормализировать в голове, не знаю, понять что-то, что поможет мне жить с этим дальше, без ненависти, которая будет перекладываться на Никиту в том числе. У меня получилось, кстати. Я умею работать с мозгом, со своим, и достаточно быстро из этого вырулила. Но потом у меня начались следующие проблемы. Я продолжала находиться все равно в новостном пространстве, просто я чуть его снизила, потому что я поняла, что мой рейдж, моя ненависть, он зависит прямо пропорционально от количества ужасов, которые я вижу в новостях. И в какой-то момент мой отец, который набрал меня и сообщил о том, что начинается война, он заявил мне, что я предатель, потому что я продолжаю встречаться с русским. В тот момент у нас был год отношений с Никитой, мы жили вместе, меня все устраивало, то есть я сильно его люблю, вот это все, и когда мне кто-то заявляет о том, что я должна выбрать эфемерное что-то перед своей жизнью, своей любовью, и я потеряла в тот момент коммуникацию с отцом, я выпала с ним буквально почти на год из контакта. Он пытался возвращаться потом через какие-то достаточно токсичным образом, через какие-то другие каналы, но я не смогла это толерировать дальше. И это все шло параллельно, это фактически все март.
Потом у меня случился переезд в Барселону быстро, тоже это в начале, сразу после войны, отец. И в конце марта я узнаю, что у меня погиб друг. Это была дико неожиданная история. Я знала, не знаю, я знала, что он пошел воевать. Он сделал это добровольно. Это был вот этот первый месяц, когда все бежали просто на супер эмоциях. И это был 10-й день его на войне. Мальчик в супер прекрасной форме. Он как-то закончил армию, не знаю, как это называется. Ну, в общем, очень умный, супер интеллектуально развитый. И я почему-то, видимо, надеялась, что как-то из-за всех этих его качеств это его пройдет мимо него. И мне однокурсники звонят, потому что мы учились в одном универе, и мне звонят и говорят: Дима умер, он погиб. Никита в тот момент сидел на звонке в соседней комнате, и он забежал в комнату, потому что он услышал просто дикий вой. Друга моего звали Дима Евдокимов. Мы познакомились в универе. Мы учились на одном, как называется, в одной группе. И это был человек, который, я не знаю, мне кажется, Дима был в меня влюблен, хотя мы были очень близкими друзьями, братанами, я не знаю. Это был человек, который делал в миксере творог с фруктами всякими, привозил мне из общаги в перерывы, чтобы я перекусила, готовил меня к парам, помогал мне везде, где можно было. Мы много где ездили, путешествовали вместе. Он был в армии год, и в армии было плохо. Я разочек приезжала в гости к нему, видела, как там все вообще происходит, видела пацанов, которые там с ним тусят. И Дима был тем человеком, который в армии прочитал, не знаю, читал по 10 книг в неделю. Он высмотрел весь Netflix на английском, он выучил английский там до уровня B2+, за это время, потому что иначе ты просто начинаешь деградировать. Вот. Сейчас ребята, я не была в Украине с момента его смерти, с начала войны, и мне очень хотелось приехать к нему на похороны, познакомиться с его родителями. Они живут в глубинке, далеко, где я раньше не ездила обычно. Я знаю, что ребята сейчас, друзья и знакомые наши, ставят ему памятник. Они собрали все деньги, с родителями договорились, вот, как они это видят, и поедут вот устанавливать его скоро. Я очень надеюсь, что я приеду в Украину летом, и я смогу сама приехать к его родителям, познакомиться с ними, как-то обсудить все, что связывало нас с Димой, вспомнить это, потому что это больно, но это приятно в тот же момент. Это для меня причина, почему россияне поддерживают войну, причина, почему они не хотят об этом думать, это две разные вообще истории, две разные группы людей. Те, которые поддерживают, скорее всего, из того, что я видела, это либо люди, которые полностью полагаются в плане новостей и информации о мире на телевизор. Вторая категория людей, которые предпочитают об этом не думать, это люди, которые вынуждены по каким-то причинам оставаться в России, и чтобы там выжить, скорее всего, и чтобы себя не загрызть от чувства вины, скорее всего, ты должен себе либо это рационализировать, попадая в первую категорию, либо перестать об этом думать и жить свою жизнь, представляя, что все в порядке. У меня бабушка поддерживает войну. Я не представляю, что бабушке осталось жить недолго, годы в лучшем случае. И я представляю, что я перестану с ней общаться из-за того, что ей промыли мозг, и она верит в Путина.
Нет. Но я выбираю близких, выбираю обходить эту тему, в то время как моя мама, например, она остается в коммуникации с бабушкой, но она пытается что-то поменять, изменить в ее голове. Но это ближе к невозможному, потому что бабушка ежедневно смотрит телевизор, бабушка ежедневно общается с другими бабушками, которые ежедневно смотрят телевизор. Соответственно, у бабушки очень сильный уже какой-то фундамент, который моя мама там, часом в неделю общения, даже если бы она весь этот час говорила о том, какая Украина классная, как мы стараемся победить, мама не проломит его. Поэтому приходится выбирать. Либо ты выбираешь близких и замалчиваешь всю историю, просто опускаешь всю историю разговора о войне, либо ты выбираешь, видимо, менять мир. Наверное, это типа попытки изменить мир, сделать его лучше. То есть ты выбираешь либо себя, либо свою какую-то миссию, которую ты себе придумал. Я слышала истории от своих, не то что истории, отношение, какое-то вот ощущение у моих украинцев, что россияне как-то, мы это называем зверхню, сейчас попробую вспомнить, как на русском, свысока, что россияне как-то свысока смотрят на украинцев, не знаю, москвичи там особенно. У меня не было ни малейших проблем с этим. Вообще я ни разу не заметила, но у меня достаточно высокая самооценка. Я скорее буду думать, что люди обо мне думают хорошо и мной восхищаются. Это какой-то перекос у меня, чем думают обо мне плохо. Мне кажется, это одна из защитных каких-то реакций тела. Соответственно, да, я просто физически не могла это заметить, даже если я кому-то не нравилась или что-то это. И мало того, я осознанно выбирала в России использовать свои шоу. Я шокаю системно многое и везде. И таким образом подчеркивая, потому что мне, если я хочу, я могу говорить с московским акцентом, и как бы не будет вообще понятно откуда. И мне хотелось оставить вот свою украинскую принадлежность, и я шокала везде, где можно, всегда, и заявляла, что я из Киева. Никаких ни малейших проблем не было. Для меня русские украинцы — это супер похожие люди по менталитету и культуре. В целом, обычно, как происходит исторически, очень не люблю так говорить, ну, в общем, люди, которые живут территориально рядом, они похожи друг с дружкой. Окей, есть сейчас последние годы уже разница есть из того, что я вижу, в свободе слова, к которой украинцы привыкли достаточно сильно, и нам это как бы наша база. Первое. И второе, всякая гендерная история, все, что касается геев, лесбиянок. У меня отец гей, например. И я знаю, что если мой папа жил бы в России, ему намного тяжелее пришлось бы, чем он живет в Украине с той же историей. Война в социальных сетях. Формат. Очень важен формат, потому что, если освещать войну, показывая все ужасы, то у тебя будут падать охваты, тебя будут отписываться, люди будут пугаться, потому что не все готовы на это смотреть, и не всем это нужно в моменте. То есть если войну освещать нужно, как минимум упоминать об этом, но в том формате, чтобы это не отталкивало. Потому что это и так априори кого-то может отталкивать, потому что это болючая история, и многие люди не любят чувствовать грусть, гнев и бегут от этих эмоций. Как это освещать? И делаю ли это я? Минимально. Я отстранилась от истории войны после определенных событий в начале фактически войны. Я от новостей отстранилась, хотя первые пару месяцев я была очень вовлечена, даже несмотря на то, что я была аполитична до этого. Когда война началась, я плотно погрузилась в всю новостную ленту. Но это невозможно, кстати, остаться адекватным, полностью это все читаю. Да, поэтому я сейчас минимально говорю об этом, и мои украинцы, большинство перешли в соцсетях на украинский язык, в то время как вживую многие продолжают говорить на русском. Я говорю на английском в соцсетях, но если я использую как русско-украинский, свой родной какой-то язык, я использую русский, потому что я на нем думаю. Для меня это своего рода, не знаю, я, в общем, считаю, что если я думаю на русском, я остаюсь честной, говорю на том же языке, на котором я думаю.
Но я еще заканчиваю формировать здесь свою позицию, поэтому украинцы перестали говорить на русском, потому что это своего рода протест против всего русского. Мы перестали слушать музыку русскую в том числе, вообще вовлекаться как-то в культуру из русскоязычного пространства. Ну, да, наверное, люди, которые не идут воевать напрямую и не волонтерят, например, параллельно, они чувствуют, что вот таким образом они что-то тоже делают для того, чтобы победить Россию. Про русский язык в Украине. В Украине идет война с Россией фактически с 2014 года. Тот момент, когда Россия напала на Донбасс. И, в общем, история с Крымом вся произошла в том числе туда же. И, соответственно, Украина начала принимать какие-то меры касательно украинизации, я это могу так назвать, чтобы мы отделились от России и были самостоятельным государством максимально. У нас была реформа, где про радио, где какой-то, я не буду врать, какой-то процент, во-первых, российская музыка — это иностранная музыка, и на радио какой-то большой процент должен быть украинской музыки, музыки на украинском языке, украинского производства, и какой-то процент иностранный. И вот таким образом российской музыки стало меньше. Стало появляться очень много украинской эстрады, очень качественных украинских исполнителей. У нас очень крутая культура, то есть и качество контента, картинки, которую производит Украина в кино, в клипах, в рекламах, в commercials, и музыка очень высокого уровня. И, наверное, это все начало развиваться вот после вот этих вот реформ в Украине. Касательно русского языка в быту, я всегда говорю на русском в Украине. До войны всегда говорила на русском. У меня не было ни малейших проблем. Мой бывший молодой человек, Никита, приезжали в Украину, в Киев, говорили на русском. Все было прекрасно. Хотя я помню, что у обоих были переживания по этому поводу, потому что, видимо, как раз они понаслушивались вот этих историй, которые для меня были супер дикими. После начала войны точно я бы не стала говорить в Украине на русском. Я поеду в Украину и буду говорить на украинском, потому что для меня сейчас это стало сродни приехать в Америку и говорить на русском. Я обожаю Украину, я обожаю города, какие-то определенные локации, в том же даже Киеве, которые уже разбомбили. И вот это, наверное, самая грустная история, когда я не думаю про конкретных людей, я думаю про локации, про места, с которыми связана уже куча воспоминаний, которые невозможно, непонятно, когда они будут вообще восстановлены. Если брать шире, то это убивают места, убивают экономические какие-то поля, центры, соответственно, убивают экономику страны и страну. И следующая отсюда вытекает грустная история, что люди уезжают, люди понимают, что типа ближайшие 10 лет, даже если война сейчас прекратится, Украина будет восстанавливаться, типа уровень жизни Украины намного ниже будет, чем был до этого, и мало кто хочет продолжать, допустим, жить какие-то 10 лет, это очень много, жить в таком формате, и люди скорее готовы ехать и строить новую жизнь за границей. Это тоже грустно, даже несмотря на то, что я такая же. Вначале я была супер эмоционально заряжена, ненавидела все, что связано с Россией. Чуть ли там не поехала в Украину волонтерить сама. После смерти Димы я отключилась от новостей. То есть это был момент, когда я перестала злиться на россиян, стала злиться на войну. То есть я возненавидела войну как факт и максимально абстрагировалась от всего, что происходит вообще, наверное, да, что происходит в рамках войны. По-моему, это даже было осознанное решение. Украинцам я бы хотела сказать, что это не супер популярная история, но война будет еще длиться, и у нас есть наша жизнь, наша короткая жизнь, в которой в целом не особо много смысла, мы все маленькие мошечки, как бы пофиг, что мы в этом мире делаем, и прикольно прожить эту жизнь так, чтобы тебе было приятно о ней потом вспоминать. Представляя, что ты типа можешь жить сейчас день последний свой, и там завтра его не будет,
можно проживать этот день качественно, без ненависти, насколько это возможно, и максимально чисто внутри. То, что я бы хотела желать, я искренне желаю украинцам, чтобы мы были чище внутри, наверное, сейчас, и не убивали себя ненавистью. Потому что это еще этим мы войну не выигрываем, а мы фактически себя додавливаем вместо врага, помогая тоже каким-то образом, мы становимся слабее так. То есть любая яркая эмоция, тем более яркая негативная, она нас убивает и делает слабее. Вот это главный поинт, который мне хочется давно донести украинцам.